Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня задача несложная. На ювелирный тросик через одну жемчужинку и вот такой вот бисер. Такой маленький. Вот, буду собирать по всей длине. Какой длины будет, я еще не знаю, потому что не знаю, сколько у меня бусин, на что хватит. Ну и украсим это украшение золотой рыбкой. Вот такой. Почему и жемчужины делаю? Потому что здесь жемчужины. Она такая хорошенькая, эмалью покрыта. Вот кому-нибудь, может быть, в подарок кто-нибудь купит кому-то. А может быть, себе. Хорошенькая такая рыбка. Ну ладно, приступаю. Вот что у меня получилось. Сейчас жемчуг просто в таком тренде, в моде, ну прям. Вот. Но делать просто один жемчуг, ну неинтересно. А потом сейчас вот такие ожерелья из мелкого жемчуга модно для молодых мужчин. Вот, видите, молодые мальчишки носят вот такие вот ожерелья. Просто из жемчуга, с добавлением других бусин, с какими-то элементами, но мужскими, конечно. Ну и как-то хочется, чтобы женское это украшение отличалось от мужского, правда? У меня внук 18 лет, я ему сделала такое ожерелье, он его с удовольствием носит. Да, мода такая вещь. Вот, ну и что? Осталось мне поставить вот такой замочек с жемчужинкой. Поставлю и все, и будет готово. Мне очень хочется сделать второй ряд. Очень хочется. Но таких бусин у меня больше, ну, есть немного, но прям немного совсем. Вот не знаю, сейчас посмотрю. Если найду что-то подходящее, то сделаю второй ряд. Если не найду, то оставлю так. Но оно и так, конечно, красиво будет. Вот жемчуга много. Много. Но он, вот посмотрите, я не знаю, вот видно на камере, нет? Передает она. Вот этот вот желтый, вот этот тоже. Ну, прям разный цвет. Оттенки разные. Так, ну ладно, сейчас буду выискивать. Ну, я думаю, на один ряд-то я все-таки насобираю. Вот из этого. Вот тут еще посмотрю. Да, самое, в общем, больше всего времени уходит на то, чтобы подобрать материал. Ну вот, видите, вот так я заканчиваю двухрядное украшение. Так, сейчас покажу вам. Куда-то бусинка потерялась. Так, сейчас.
Вставляем кримп, вот такую вот маленькую трубочку металлическую. Так. Теперь когда натягиваете тросик, натягивайте вот в таком положении. Не вот в таком распрямленном, а вот так. Так. Так, оставляем место немножечко, чтобы обжимную бусинку потом одеть. В этот кримп. Нужно просунуть и бусинку. Ну, хотя бы в одну, потому что очень отверстия такие тоненькие, просто в жемчуге в этом. Очень сложно пропихнуть туда что-то. Вот с этой стороны зашло, а там не выходит. Сейчас я ее протолкну туда. Вот, и теперь кримп этот нужно зажать. Да, забыла. Вот здесь хвостик вышел, я его обрезала. Прям под самый корень. Так. Ну и теперь это безобразие, вот эту, ну некрасиво же, правда? Сейчас мы ее закроем вот этой бусинкой. Обжимная бусина, она такая не целиком. Ее нужно аккуратненько обжимать. Так. И вот сейчас потихонечку, аккуратненько ее будем обжимать. Ну, тут кому как удобней, кто как привык. Ну, самое главное, не торопясь. Ну вот, и все, зажали вот. Все теперь у нас закрыто. Вот, ну и сейчас второй основной ряд точно так же. Ну, если этот вот внутренний, то этот будет внешний вот в эту крайнюю дырочку, в отверстие. Просто на камеру ужасно, ничего не получается. Без камеры все гораздо быстрее и лучше. Осталось поставить замочек. Все. Разжимаем колечко. Вставляем сюда. Так, справа у нас чтобы удобнее было. Проверили
или пальчиком, чтобы не царапалось. Так, еще одно колечко. Ну и все. Осталось только на манекене показать. Вот, я имею в виду, что с правой руки, чтобы удобно было. Кто вызывал золотую рыбку на дом? Покупайте, она у вас будет. Вот такая красота. Ну, очень красиво. Мне самой нравится. Ну, она будет вот так вот где-то. Очень симпатичное украшение получилось. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Спасибо всем огромное за внимание. До новых встреч. Пока-пока.